Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Эти фильмы не смотрел. Меня они, честно говоря, не интересуют. Какие из последних фильмов я посмотрел? «Географ Глобус пропил». Мне кажется, очень хорошее кино. В принципе, я больше люблю наши сериалы, связанные с КГБ. Но вообще, какие фильмы я люблю? Наверное, если такие брать из классики, то я думаю, что «Брат» и «Брат 2» мне нравятся. Он пришел на базу на одной из тренировок, так и познакомились. Я бы хотел убрать судей за воротами. Я считаю, что они не нужны. Они вносят в игру больше переполоха, неправильных решений, нежели помогают главному арбитру. Когда нужна от них помощь, они либо не видят, либо не хотят видеть и боятся принимать решения. А когда они не могут видеть, они почему-то дают сигнал судьям. Показательный матч был, я помню, смотрел Тоттенхэм, по-моему, играл не с Базелем, с какой-то командой. В итоге 3 пенальти было поставлено в этой игре. 2 поставили судьи, которые за воротом, и главный. Если бы этих не было судей, я думаю, главный навряд ли решился бы поставить 3 пенальти. Я смотрел матч Арсенала с Ливерпулем, специально пошел в ресторан посмотреть игру. В принципе, был удивлен, что Арсенал так солидно и легко обыграл Ливерпуль, потому что Ливерпуль сейчас находится в хорошей форме. И команда показывает намного лучше футбол, нежели 2-3 последних года. Мне кажется, покупка Азила стабилизировала команду, сбалансировала. И у Арсенала есть шанс побороться за первое место. Но насколько я слежу за футболом в целом, английским почти нет, потому что у меня нет дома НТВ+, и я мало матчей смотрю. В основном только Арсенал, если куда-то иду в Арсенал. За Арсенал, собственно, переживаете, болеете? Конечно, я хочу, чтобы эта команда выиграла, в принципе. Она заслуживает это, и болельщики тоже. В принципе, у меня есть 2 телефона, осталось первый Мертезакера и Подольский, но не звонил им, кстати, после того, как ушел. А приехавши в Лондон, встречался с Оливье Жиру, с Аньей и с Кошельной. В принципе, с Амиром Насри иногда переписываемся тоже. Но он давно ушел из Арсенала. Честно говоря, не думал, что она модная или какая-либо еще. Просто приходил один парикмахер, который работал в Лондоне, он меня стриг. Сейчас я стригусь, естественно, другого парикмахера, который работает в Петербурге. По нескольким причинам, которые произошли в начале моей карьеры, я останавливался, но имел проблемы с машиной и с болельщиками, поэтому я теперь давным-давно перестал это делать и не собираюсь менять что-то. Андрей, когда Питер увидит знаменитый жест Тиши после забитого гола? Марк Жмаков. Трудно сказать, честно, не планировал следующий гол праздновать так. Я буду играть, пока я могу, пока у меня будет хватать сил играть в футбол. Я считаю, что это неправильное решение. Нельзя дисквалифицировать стадионы по многим причинам. Во-первых, бюджеты клубов страдают от этого. Но, к сожалению, не в нашей стране. Поэтому, если бы клубы зависели от этого, они, наверное, бы не подписывали этот регламент. Еще это также касается тех людей, которые подписывают регламент, которые наверняка в него не смотрят, а делают это автоматически. Эта ситуация была с «Зенитом» в прошлом году, и я не понимаю, почему была возможность наверняка перед началом этого сезона пересмотреть этот пункт, но никто не позаботился об этом. Думаю, что в следующем году уже этого не допустят. Хотите ли вы остаться в «Зените» до конца своей карьеры, Егор Соколкин? Да, хочу. Выиграть чемпионат в этом году. Вообще Кубок России я хочу выиграть, потому что я его не выиграл. Но, к сожалению, мы уже вылетели с треском из него. Я думаю, что по сравнению с тем, как я пришел в «Зенит», и сейчас я прибавил. Надеюсь, что я и дальше буду прибавлять. Насколько я смогу дотянуться и подняться, трудно сказать. Мне трудно сказать, что мы были хороши, кстати, в этих играх.
На мой взгляд, мы провели хорошую игру в спорту. И, в принципе, если бы в первые 30 минут с Спартаком счет стал 2-0, а потом 3-0, то бы тоже, наверное, победили. Но игра перевернулась, и мы проиграли эту игру. И до этого еще уступили Тюмени, где тоже трудно сказать, что, кстати, мы играли лучше, чем соперник. Поэтому все-таки я думаю, что это больше похоже на спад, чем на стечение обстоятельств. Да, стоит. У каждого футболиста есть задача в оборонительных действиях и в атакующих. И я, Дани Халков, не исключение. Представляете себя главным тренером «Зенита» в будущем? Руслан Епаров? Нет. Честно, я не читал, что он написал в своей книжке. Конечно же, то, что он сказал обо мне, в частности, имело место быть. Что-то немножко не так, но, честно, я уважаю этого футболиста за то, что он, в принципе, никогда не стеснялся говорить правду не только сейчас на странице их книги, но и в глаза. Мне это всегда импонировало. Прежде всего, он должен любить футбол. Если он любит футбол, значит, у него будет желание играть и делать все по максимуму. И если у него есть талант, то он обязательно разовьется, и он вырастет в интересного футболиста.